Как говорила моя бабушка, и подать не стыдно, и съедят не жалко. Привет, друзья! У меня сегодня заготовка кабачковой икры на зиму. Рецепт проверенный, вкусный, так что с полной ответственностью рекомендую. Я всегда заготавливаю много. Сегодня первая партия. 4 килограмма кабачков, килограмм моркови и килограмм лука. Это на данном этапе. Ну что, кастрюли на огонь. Я всегда делаю в кастрюлях. Если у вас есть казан, джекпот, вообще класс. Зажигаю. В каждую кастрюлю вливаю 200 мл растительного масла. Стакан. Пусть греется. И сюда. Лук. Как вы уже поняли, буду в каждую кастрюльку нарезать по полкилограмма. Примерно плюс-минус. Я всегда это делаю на глаз. Вот так, произвольно на кубик. Лучок у меня уже молоденький. Первый пошел. Аккуратненько. Добавляю примерно чайную ложку сахара. Перемешиваю и пусть жарится. А я пока остальным займусь. Пошла жара на кухне. Заготовочки. Вот такой вот у меня сегодня еще лук есть, друзья. Сережка мой наплакался, пока чистил. Время от времени лук перемешиваю, чтобы он равномерно обжаривался. Ух! Жарко у нас здесь с тобой, солнышко ты мое. А за это время нарезаю морковь. Морковь нарезаю произвольно. Можно натереть на терке, но я этого делать не буду, потому как все равно мы это все дело потом будем измельчать. Вот примерно на такие кусочки. Все по-быстренькому. Прям на пятаки ты ее рубаешь, смотрю. Да, Сережка, можно вот так вот, полупятаки. Лук уже стал мягким, вижу, начал поджариваться. И в каждую кастрюльку я добавляю по полкило моркови. Перемешиваю и еще обжариваю. Так, и сюда, моя ж ты хорошая. Сейчас еще подрежу. Так, что у нас здесь? А у нас здесь, я вижу, лишняя жидкость выпарилась. Овощи уже жарятся. И здесь у нас... Вау, класс! В этой кастрюле даже красивее, чем в той поджарились. На этом этапе добавляю в каждую кастрюлю по 250 граммов томатной пасты. В одну и вот так вот во вторую. Перемешиваю. Ну вот, друзья, вся фишечка в этой поджарке. Томатную пасту нужно хорошо поджарить, чтобы она аж пригорела немножко. Только так, красивенько пригорела. И сюда. Я вам все покажу, мои хорошие. А пока поджарка жарится, нарубаю кабачков. Как правило, беру вот такие вот кабачки-переростки. Они еще молоденькие, без семечек, но тем не менее уже, как вы видите, крупные. Также нарезаю произвольно. И не крупно, и не мелко. Ну, примерно вот так. Так, ну что, хозяюшки, смотрим, что у нас здесь. Хочу же вам показать. Вот, томатная паста начала поджариваться. Видно, Сережка? Аж пригорает. Да, но она не горит, а немного пригорает. Вот, это и даст икре вкусный вкус. Так, здесь у меня уже все отлично. И здесь тоже поджарилась. Время от времени, конечно же, я ее перемешивала, чтобы все равномерно прожарилось. Ну все, можно смело добавлять кабачки. 2 килограмма в одну кастрюлю. Хорошо перемешаю. Делаю немножко меньше нагрев, чтобы не горело. А кабачки потихонечку пускали сок. И тушу 30 минут. На первом этапе время от времени перемешиваю. О, класс, кабачки уже начинают пускать сок. Красота. Так что снова накрываю и тушу дальше до мягкости кабачков. Ну что, хозяюшки, смотрим, что получилось через 35 минут у меня. Кабачки стали мягкими, уменьшились в объеме. Все отлично. Сейчас я выключаю нагрев. Пусть немножко остановится процесс приготовления. Измельчаю блендером. Готово. Вот до такого состояния, хозяюшки. С этим проделываю то же самое. Все, достаточно. Убираю блендер, он мне уже не понадобится. Сейчас включаю нагрев и в каждую кастрюльку добавляю соль. У меня это столовая ложка с горкой для начала. Я потом буду все пробовать на вкус, друзья. Хочу вам сказать, что никто идеальных пропорций не даст, только ваши вкусовые рецепторы. Поэтому лучше все пробовать. Да, здесь осторожно. Также добавляю 1 столовую ложку сахара. Мы понимаем, что это у нас не десерт. Все. Вот это, конечно, хозяюшки, мой самый нелюбимый
Вот это, конечно, хозяюшки, мой самый нелюбимый процесс. Но икра получается настолько вкусная, что я даже жертвую своими ручками иногда. Все, перемешиваю. Как вы уже увидели, накрываю крышкой и тушу на минимальном нагреве 20-30 минут. А то, что хлопает, это же уже сварилось. Нет, Сережка, это не сварилось. Это нагрелось дно, и поэтому идет такая реакция. Нет, это не сварилось. Это ошибочное мнение. О, видали? Время от времени буду открывать крышку и перемешивать. Осторожно, хозяюшки, В осторожно. этот момент лучше выключать газ, мне кажется. Да, может быть, солнышко. Через 30 минут добавляю специи. У меня это будет пол чайной ложечки чеснока и чайная ложка черного молотого перчика. Во вторую кастрюльку то же самое. Перчик, чесночок и 1 столовую ложку 9% уксуса. Я не хочу, чтобы икра была слишком кислой, но все же кислинку добавлю. Вот так вот. Перемешиваю. На соль я попробовала, идеально. Солонее, чем я люблю. Поэтому, когда икра остынет, будет самый раз по моему вкусу. Самый цимус, как дед говорил. Да, Сережка. И эту накрываю и еще прогреваю 5-7 минут. О, пошла жара. Какие крышки красивые, да? Зато руки целые. Ну что, хозяюшки, прошло еще 7 минут. И корка хорошо закипела. Сейчас выключаю нагрев полностью. Пусть она немножко успокоится. Все. Ну что ты здесь, моя хорошая? Ух, какая красивая. Посмотрите, какая густая. Вау. Вкусная. Мы уже пробу сняли. Обалденная. Все, разливаю по чистым стиляризованным баночкам. Накладываю полные баночки. Немножко пристучу, чтобы не было пустот. И можно закрывать. Посмотрите, какая она. Накрываю крышкой и закатываю. Сережка, в какую сторону? Так это ж мой черед. Ну, давай уже хоть, мне же надо тоже учиться, а то все говорят, что я не умею. Вот сюда, да? Да, вперед. Угу. Да, все-таки это мужское. Да. Давай, Сережка, твой выход. Это точно. Ну, никак не получается мне с этими баночками. Так для того и мужчина нужен в доме. Согласна. Не только кушать. Лайк. Да. Из этого количества ингредиентов получилось 4 пол-литровых баночки и 4 700-граммовых. Хорошо укутываю их. Хорошо, 2-3 одеялками. И оставляю до полного остывания.